Всем привет, девчонки! У кого есть желание, присылайте фото своих готовых работ, выполненные по моим мастер-классам. Я буду создавать вот такие видео-шортс для ютуба. Ссылки на социальные сети есть под каждым видео. Также огромную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас, во времена отсутствия монетизации, меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такой классный топ, который состоит из цветочков. Вяжется очень просто и достаточно быстро, его сможет связать даже новичок. Прошлым летом на Пинтересте увидела схему этих цветочков, и в этом году очень захотелось повторить. Свой топ я вязала из вот такой пряжи. Это премиум Астра Амигуруми. Не обращайте внимания, что на этикетке написано пряжа для вязания игрушек. Нам абсолютно ничто не мешает вязать из этой пряжи одежду. В 50 граммах 175 метров. Мой цвет обычный черный, а 100% акрил. Как вы видите, топ абсолютно весь прозрачный, весь в отверстиях, так что ничего страшного, можно использовать даже акрил. В нем жарко не будет. Но если вы склоняетесь к пряже с более натуральным составом, присмотритесь вот к этой пряже. Смотрите, какую я нашла. Это также премиум Astra Jeans. 48% хлопок, 52% акрил. В 50 граммах 135 метров. Эти параметры пряжи означают, что у джинса ниточка чуть толще, чем у амигуруми, из которой связан мой топ. Поэтому, если вы будете вязать из джинса, чтобы цветочки получились небольшими, просто возьмите крючок поменьше и вяжите как можно туже. И таким образом можно будет варьировать размер цветочков. Чтобы всем не отвечать, где я купила эту пряжу, ссылку оставлю в описании под видео, и там же напишу точный расход пряжи на этот топ. Я вязала крючком номер 3, это самый оптимальный размер крючка для этой пряжи. Я не хотела, чтобы мои цветочки получались огромными, поэтому я вязала достаточно плотненько. Чуть позже в видео я вам скажу, какого размера цветочки у меня получились. И смотрите, еще такой совет. Старайтесь вязать размер цветочков максимально приближенный к моим, потому что если вы свяжете большие цветы, соответственно, здесь будут большие лепесточки у них, они просто-напросто не будут держать форму, вот как на маленьких цветочках, и вот так загибаться по краям, там, где у нас свободные края, здесь на лифе, по низу. Сейчас, видите, они хорошо держат форму, особенно после того, как я их прогладила. Поэтому, чтобы все было красиво, старайтесь максимально приближенно вязать размер цветочков, как у меня. Я планирую носить этот топ на майку или на футболку, но его также можно носить как и самостоятельное изделие. Достаточно лишь на переднюю часть вшить какой-либо подклад, просто вырежете вот такого размера ваш подклад, и все, вшейте, и будет все отлично. Можно будет носить даже без бюстгальтера. Также представьте, какое шикарное платье-сарафан получится, если продолжить вязать его вниз до нужной вам длины, например, миди, либо макси, вообще потрясающе, я уже представляю, как это будет выглядеть. Точно так же вшиваем подклад, и все, платье готово. Также представьте, какой классный комплект получится из вот такого топа и вот этих шортиков, из вот этого мастер-класса, так что, если кто-то еще не видел, переходите по ссылке, смотрите. Также, кто не хочет вывязывать вот эти вот треугольнички спереди, можно связать просто самый обычный прямой. У нас схема наипростейшая, вы ее запомните буквально через 2-3, максимум 4 цветочка, потом будете вязать без подсказок. Смотрите, здесь нарисовано 6 петелек, нам нужно замкнуть в круг, но нам проще будет сделать в кольцо амигуруми. Сейчас делаем колечко, обхватываем 2 пальчика, делаем закрепительную петельку, колечко подтягиваем так, как нам нужно, чтобы было удобно его держать. Хвостик лежит параллельно колечку. Делаем имитацию первого столбика с накидом, провязываем 3 воздушные петли плюс столбик с накидом в колечко. 1, 2, 3, накид в колечко, столбик с накидом. Далее провязываем вот такую арочку из 6 воздушных петель. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И провязываем тут же в колечко 3 столбика с накидом. Накид в колечко первый столбик, накид второй, накид третий. Далее делаем то же самое. Провязываем арочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий пучок из 3 столбиков с накидом в колечко. Первый, второй, третий. И таким образом обвязываем все наше колечко, чтобы у нас получилось полноценных вот таких вот 5 пучков. Вот что должно получиться. Смотрите, первый пучок, который как бы из 2 столбиков состоял. Смотрите, первый полноценный, второй, третий, четвертый, пятый. Сделали после 5-го нашу воздушную цепочку из 6 петель и провязываем 1 столбик с накидом в колечко. Это тот самый третий, который не достает к вот этому вот пучку. Сейчас чуть-чуть подтянем колечко. Делаем соединительный столбик в 3-ю петельку изначально набранной косички. 1, 2, 3. Как бы замыкаем в круг наш цветочек. Вот таким образом получилось. Тянем за колечко потуже, чтобы в середине не было большого отверстия.
Вот, смотрите, что получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть вот таких арочек, соответственно, 6 полноценных пучков. Вяжем следующий и последний ряд. Смотрите, нам сейчас нужно сделать одну воздушную петельку и провязать столбик без накида в арочку. Сейчас будем обвязывать арочку вот такими вот столбиками. Делаем одну воздушную петельку. И вот этот крестик нарисован. Это у нас столбик без накида. Вот прям в арочку ныряем, провязываем столбик без накида. Далее смотрим вот такой вытянутый столбик. Это у нас полустолбик с накидом. Накид в арочку, полустолбик. Далее считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков с одним накидом в арочку. Провязываем. Первый, второй, третий. Смотрите, четвертый старайтесь сделать так, чтобы он был прям ровно посередине на макушке арочки, чтобы лепесточек был ровный. Четвертый, пятый, шестой и седьмой. И точно так же заканчиваем этот лепесточек полустолбиком и столбиком без накида. Полустолбик. И сюда же столбик без накида. Делаем также воздушную петлю и соединительным столбиком, видите, точечка, подсоединяемся вот прям в середину вот этого вот пучка предыдущего ряда, то есть прям как бы в самый средний столбик. Делаем воздушная петля. И вот ищем вот этот вот столбик, прям вот в него, в серединку. Соединительный столбик. Далее делаем все то же самое. Сейчас начинается однотипное вязание. Воздушная петля, в арочку столбик без накида, полустолбик, 7 столбиков с накидом, полустолбик и столбик без накида. Воздушная петля с соединительным столбиком вот прям в середину этого пучка. Все, и таким образом обвязываем все наши арочки. На последнем лепесточке провязали столбик без накида в арочку, воздушная петля и соединяемся в середину пучка. Соединительным столбиком ниточку обрезаем, хвостик вытаскиваем и выводим его наизнанку. Как можно ближе к серединке, чтобы нам завязать на узелочек вот с хвостиком от колечка. Все, вот таким образом можно завязать на несколько узелков и обрезаем. И вот такие цветочки у меня получились. Размер примерно 7,5 сантиметров. И сейчас я вам покажу способ, как мы будем соединять цветочки, чтобы было как можно меньше отрезков. Смотрите, вот мы связали, к примеру, самый первый цветочек. Нам нужно подсоединить его сюда. То есть у нас будет 2 точки сшивания. Вяжем следующий цветочек. Смотрите, связали полноценных 1, 2, 3, 4 лепесточка. На 5-м мы провязали 4 столбика с одним накидом из 7. Берем наш готовый цветочек с изнаночной стороны, продеваем крючок в 4-й столбик на вот этом вот готовом первом цветочке. Я это все, конечно же, не отсчитывала. Это можно будет замучиться отсчитывать на каждом новом цветочке при сшивании вот эти вот петли. Я просто смотрю визуально самую среднюю петельку. Если вы хотите, можете отсчитывать, чтобы все было ровно. Продеваем крючок и провязываем столбик без накида. И заканчиваем вязание лепесточка на 2-м цветочке. Это получается 5-й столбик, 6-й и 7-й. Далее полустолбик, столбик с накидом, воздушная петля, соединяемся. Далее провязываем аналогично на последнем 6-м лепесточке до 4-го столбика с одним накидом. Провязали на 6-м лепесточке 4-й столбик с накидом и подсоединяемся к следующему лепесточку на 1-м цветочке. Также ищем среднюю петельку, либо 4-й столбик из вот этих 7. Поэтому я вам и говорила, старайтесь так, чтобы 4-й столбик с накидом был ровно на макушке этой арочки. В принципе, для того, чтобы вот можно было не отсчитывать каждый раз, а просто вот в визуальную серединку лепесточка провязывать. И провязываем столбик без накида. И заканчиваем лепесточек. Заканчиваем цветок, соединительный столбик, ниточку обрезаем и закрепляем. И вот такое классное соединение у нас получилось. Смотрите, в случае, если вы не хотите делать вот таким способом, как я вам только что показала, ну, к примеру, там вам не нравится он, или просто боитесь что-то сделать не так, просто вяжем цветочки все по отдельности и сшиваем их просто отрезками нити. Точно так же я вам предложила этот способ вот в этом кардигане в предыдущем, там, где мы также соединяли цветочки друг с другом. То есть вот, к примеру, связали по одному цветочку, берем и с изнаночной стороны
продеваем в этот цветочек, в самый средний столбик, то есть в 4-й, на этом лепесточке. И продеваем просто отрезок пряжи и завязываем на несколько узелочков. И таким образом вам вот придется делать все места соединения на всех лепесточках. Тоже, в принципе, вот этого соединения с лицевой стороны будет не видно. И таким образом подсоединяем один цветочек за другим, вывязываем нужное количество цветов. Периодически можете закреплять вот эти два свободных края какими-нибудь булавками и продевайте вот это вот колечко из цветочков на себя через голову, чтобы все это хорошо пролезало через плечи, через грудь, то есть через самое широкое место на теле. И пока мы не замкнули в круг, можно вот эту полосу с изнаночной стороны аккуратненько все эти цветочки прогладить, чтобы все эти лепестки выровнялись, все было красиво. И смотрите, как можно подсоединить самый последний цветочек, также безотрывным методом, чтобы было как можно меньше хвостиков. То есть здесь у нас будет 4 места соединения, да, вот от этого конца здесь 2 лепестка, здесь 2 лепестка. Я провязала один полноценный лепесток, второй провязала наполовину и подсоединяюсь сначала вот в этом месте. Далее следующим лепесточком к следующему лепестку. Далее провязываю полноценный лепесток, который ни к чему не подсоединяется, и 2 оставшиеся арочки подсоединяюсь к вот этим 2 лепесточкам. Все, мы замкнули в круг наши цветочки, у меня получилось 13 штук. И кладем вот этот наш замкнутый кружочек из цветочков таким образом, чтобы стык 2 цветочков, вот он, был ровно посередине груди. И сейчас уже будем вывязывать вот эти треугольнички. Смотрите, сейчас будем вывязывать вот это место. У нас будет 3 места соединения. Первое, второе, там, где у нас стыкуются 2 цветка, и третье. Сейчас на цветочке я вывязываю полноценных 3 лепестка, на 4-м половинку и подсоединяюсь, так сейчас, чтобы было удобно, и подсоединяюсь сначала вот в этом месте. Далее вот в пространство, где у нас соединены уже 2 лепесточка предыдущего ряда, вот куда-нибудь вот прям в петельку между ними. Не за одну какую-нибудь ниточку, а за 2, чтобы здесь не растягивалось сильно. Также столбик без накида, заканчиваем лепесток. И последним лепесточком подсоединяемся к этому цветку. Вот что у нас получилось, уже вырисовывается треугольник. Кстати, если у вас очень маленький размер одежды, вам вполне может быть достаточно только лишь одного вот этого подсоединенного цветка. То есть я сейчас буду присоединять еще один цветок, а потом уже здесь на верхушке, то есть чтобы у меня был более большой треугольник. И наоборот, у кого большой размер, чтобы это визуально красиво смотрелось, вам нужен визуально, чтобы был треугольник больше. Соответственно, подсоединяйте нужное количество треугольничков, и вы там уже сами поймете, как это все присоединять так, чтобы это все превращалось в треугольник. Далее на своем топе я подсоединяю сюда следующий цветочек. У нас будет, смотрите, 1, 2, 3, 4 места соединения. Поэтому сейчас на новом цветочке я провязываю 2 полноценных лепестка и начинаю подсоединяться. Так, смотрите, 2 лепесточка провязала, третьим подсоединяюсь к вот этому месту. Следующим лепестком сюда, в промежуток между лепесточками. Следующее место соединения вот здесь. И последний лепесток. И вот сюда я сейчас подсоединяю новый цветочек. У нас будет 3 места соединения. Первое, второе, третье. И я посмотрю, померю, нравится ли мне, как этот треугольник смотрится на мне. Нужно ли еще добавлять здесь новый ряд цветочков, чтобы был треугольник побольше. Посмотрим. Итак, я померила. Мне нравится, как смотрится размер этого треугольника на мне. Скорее всего, оставлю так. В любом случае, можно абсолютно в любой момент просто его расширить. То есть, к примеру, добавляем здесь новый цветочек, здесь и вот здесь на вершинку. И сейчас делаю аналогично здесь. То есть, подсоединяюсь вот в этом месте. Здесь цветочек, здесь и здесь на вершинку. Итак, смотрите, какая красота получилась. Можно, в принципе, остановиться и на этом моменте. Будет что-то типа бралета. А мы сейчас дошьем просто лямочки. Сюда на подкладку мы вырезаем треугольнички и пришиваем. И все можно поддевать, например, под рубашку. Очень здорово будет смотреться. Либо вот такой укороченный топ и, например, шортики вот из этого мастер-класса. Очень здорово, я уже представляю, как это будет выглядеть. Я же хочу сделать его чуть-чуть подлиннее, поэтому сейчас мы просто подсоединяемся абсолютно к любому месту. И я просто сейчас буду пришивать новый ряд цветочков. В принципе, вы уже поняли смысл соединения цветочков, поэтому здесь вам не составит труда дошить новое количество рядов, столько, сколько вам нужно. И пока не связали много рядов в длину цветочков, можно сейчас взять и погладить с изнаночной стороны. Сейчас это удобно. А все цветочки, вот так их выравниваем, ручками поправляем и разглаживаем все
лепестки, чтобы это все было красиво. Я прогладила все цветочки, померила еще раз и поняла, что он стал более широким, не такой, как мне хотелось, потому что все вот эти лепесточки расправились, он стал чуть шире. Поэтому пока что я не начала вязать второй ряд. Я сейчас просто возьму и вырежу один цветочек, и вот эти края на вот этих цветочках просто вот так сошью отрезками нити. Итак, вот что у меня в итоге получилось. Я захотела топ подлиннее. Считаем 1, 2, 3, 4 полных ряда цветочков, плюс вот эти наши треугольнички. И нам осталось делать только лямки. Подсоединяемся вот прям в самую верхушку цветочка. В этом треугольнике делаем закрепительную петельку. И набираем просто воздушную цепочку. Примеряйте каждый раз длину этой лямочки. Нравится вам или нет, вот так временно. Возьмите, закрепите сзади, где она у вас будет закрепляться. Примеряйте все это на себя. Набрала воздушную цепочку и подсоединяемся на противоположной стороне. Так как у меня получилось четное количество цветочков, вот я вот так соединяю один цветочек за другим. И вот прямо ровно на противоположной стороне подсоединяюсь к прям вершинку цветочка. Просто столбик без накида. Нить обрезаю. И закрепляем здесь как-нибудь на изнанке. Просто уводим хвостик в петельки. Можно расслоить ниточку, завязать на несколько узелочков. Наш топ полностью готов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!